Есть такое непонимание у людей, то что зачем это все делается, для чего. Основная цель это скрыть, в общем-то, кто есть человек и где он находится. Потому что если человек это узнает и поймет, то весь этот строй начнет рушиться. Ну и если посчитать суммы, которые уходят на это все, скафандр стоит до 20 миллионов долларов. Это миллиарды на все эти космические программы. Это повышение налогов, придумывание новых налогов. Так что делайте вывод сами. Суммы хорошие уходят или нет. И тем более непонимание. Другой человек говорит, ну, такая ложь, столько времени. Как же она скрывается? Она же должна вскрыться когда-то. Вот она начала скрываться, предположим, все. И что делает человек? Человек начинает защищать эту ложь. И очень усиленно. Раньше в Солнечной системе было более спокойно. Стояло Солнце, вращались планеты. Ну так, распределили. Массы им, значит, скоростя назначили. А вот там два пузатых гиганта получилось. Как бы не вяжутся они в эту теорию. Ну, назвали их газовыми. Они сказали, из газа состоят. Вот. Потом теоретики, фантасты решили так, что вся Вселенная, она движется по спирали. Вот. А мы что-то стоим. Срочная депеша пошла к Солнцу. Чего стоим? Погнали. Вот. Ну и погнали. Да еще с какой скоростью погнали? Скорость движения Солнца 217 км в секунду. Чем образовался такой марафончик солнечный. И все планеты пытаются успеть за Солнцем. Ведь оно же их тащит за собой. Значит, у всех планет тоже такая скорость. 217 км в секунду. И получается вот такая картина. Значит, все несемся за Солнцем. Вот. Земля вращается вокруг своей оси 1660 км в час. Как бы делая оборот вокруг Солнца 30 км в секунду. И еще за Солнцем 217 км в секунду вообще скорость. Значит, теоретики-фантасты это решили и попали в такую ситуацию. Как же объяснить, что если объект поднимется с Земли, то как бы логически он просто уйдет в космос. За секунды он исчезнет. Ну и значит началось появление теорий. Как бы была сила тяготения, притяжения, гравитация. Потом начались расчеты сил воздействующих, центробежная, центростремительная. Вот. К этому можно добавить очень много, в общем, разных сил, движений, все что угодно, но это будет лишь теория. То есть, если раньше было тяготение, простой вопрос стал, почему все к Солнцу не притягивались, или там к Юпитеру близлежащие планеты, которые проходили. Но, оказывается, выявилось, что там сила отталкивания еще появилась. Вот. Можно в этом всем, конечно, долго разбираться, говорить. Дискуссии можно... Они могут длиться годами, в общем-то, что и происходит. Не хочу об этом долго говорить. Постараюсь объяснить на другом примере. Несостоятельность вот этой всей системы солнечной на основании того, что они дают. Сам придумывать ничего не буду. Только так, как дает наука, теоретики, фантасты. И здесь не надо делать каких-то сложных расчетов, потому что если пойти по пути расчетов, использовать ими же придуманные формулы, то ничего не поймешь.
Ну, как бы можно делать вид, да, что понял, в общем-то, что студенты и делают. И разницы нет, это касается космоса или чего-либо другого. Так приучают верить беспрекословно. А если вопрос, ну, наговорят много. Так вот, начнем со скоростей. В общем, здесь получается так. Условия для того, чтобы стать спутником Земли, должна быть первая космическая скорость 7,9 км в секунду. Чтобы уходить от Земли, нужна вторая космическая скорость, там 11 км в секунду. Вот. И при второй космической скорости этот объект становится спутником уже Солнца. Как бы от Земли убежал, стал спутником Солнца. На начало 2015 года только один космический аппарат покинул окрестности Земли с третьей космической скоростью. Наибольшей скоростью покидания Земли обладал космический аппарат «Новые горизонты». Вот он, аппарат «Новые горизонты». Опять золотистая пленка, пора уже скупать, скоро кончится. Ничего здесь интересного нет, показывал много, можете сами посмотреть. Ну, запустили, значит, этот аппарат в космос. Пленку не сняли. О, еще и двигатели лишили. Как опять он будет там летать? Двигателя нет, но он будет летать. Долго летать. Непонятно. Значит, улетели эти горизонты. Так, стартовал он со скоростью 46,9 км в секунду. И вот здесь начинаются те подставы, которыми они занимаются. То есть, когда надо учитывать скорость Земли, она учитывается. Если не надо, про нее забывают, начинают что-то другое подставлять. То есть скорость Земли была взята, плюс орбитальное движение планеты, вот, осевое вращение 0,5. Ну, в общем, космический аппарат достиг 16,6 км в секунду, прибавили к скорости Земли вокруг Солнца. Орбитальная получилось 46,9. Но почему-то потом 45 потерял он скорость. Но здесь вообще фантастическая петля получается. За счет гравитационного маневра у Юпитера он прибавил еще 4 км в секунду. Гравитационная проща называется. Но фантазия не останавливается, уже проща пошла. Значит, шел он со скоростью 45 км в секунду. Подошел к Юпитеру. А вот вторая космическая скорость, здесь так получается. Первая космическая скорость, значит, спутником планеты становишься, а вторая космическая — это скорость убегания. Ты уходишь от планеты, да? Вот он подходит к Юпитеру, 45 км в секунду, но бац, а вторая космическая скорость для Юпитера 61 км в секунду. Он подошел уже на меньшей скорости. О какой петле, проще там можно говорить, маневры. Юпитер его просто сцапал бы и все, сказал: «Мое, пока, скажи землянам». Все. То есть здесь, получается, мягко говоря, обманывают. Дальше, значит, как запланировано было с этими горизонтами, то, что он добавил 4 км в секунду, и после окончания основной части своей миссии горизонты покинут Солнечную систему. Сказать просто нечего. Вот вторая космическая скорость для Солнца, чтобы уйти от Солнца, это 617 км в секунду. Опять неправда. В общем, здесь, если проверять, не буду это делать долго, кому надо, сами сделайте. Не совпадает ничего. Дают одну информацию и снова же противоречие. Другая информация, снова противоречие. Вот. Что хочу сказать. То есть вот расчет скорости новых горизонтов учитывалась скорость вращения Земли вокруг Солнца и добавили осевое вращение, то есть вокруг своей оси. Ну тогда вопрос. Взлетел самолет.
тогда он уже имеет 29,8 километров в секунду. Тут у экипажа головная боль будет как бы не уйти от планеты, не то что на орбиту стать. Для орбиты нужна первая, а у них уже и третья космическая скорость. Ну нет, говорят, притяжение же держит. Тут поля вращаются, не поля, а пространство. У каждой планеты свое пространство, у Солнца все это дело пересекается. Ну так нафантазировать. К этому серьезно не надо относиться на самом деле, потому что все это просто фантастика. И в этом разобраться невозможно. Потому что, еще раз говорю, на каждую информацию несколько противоречий. Вся эта теория с космическим решетом, это затыкание дыр неграмотное, абсолютно неграмотное, оно к лучшему не приводит. Если, скажем, написать курсовую работу о чем-то, ну попадешь в ступор, очень глубокий. Здесь есть такой момент, который ускользает от взгляда. Значит, когда запускают спутник, он как бы вот делает оборот, второй, потом уходит, дальше, становится на расстоянии 36 тысяч километров от Земли. Именно вот этот момент, он незаметен. Почему на 36 тысяч километров? Потому что было заявлено, первая космическая скорость необходима для того, чтобы объект стал спутником Земли. Берется, значит, масса Земли, масса объекта, рассчитывается все, вычисляется, значит, первая космическая скорость. А вот он сам момент. Уходит он, уходит. Что мешает ему дальше уйти 36 тысяч? Или на 25 остановиться? Люди мешают. Потому что на 36 тысяч, если взять длину окружности и на 24 часа разделить, вот она и получается первая космическая скорость. Потому что реально этому объекту ничто не мешает. И уже первая космическая достаточно, чтобы он уходил от Земли той скоростью убегания. Опять противоречие. Я думаю, этот момент понятен. Не нужна вторая космическая, чтобы уходить от планеты. Иначе получалось бы так. Более мощный аппарат взлетал бы, набирал скорость, чтобы отойти от Земли, тормозил бы до первой космической и выпускал бы этот аппарат. Вот тогда бы еще что-то сошлось. А второй момент, который незаметен. Условие расчета скорости является масса Земли и масса объекта. А теперь вспомните. Первый спутник, шарик с 4 проволочками. Его вес. Если рассматривать спутники, там и 200 килограмм, и 2 тонны, и 5 тонн. А МКС? Не вяжется эта теория. Вес у всех, у них вес разный. Небольшая разница. Поэтому, получается, для каждого спутника надо рассчитывать свою первую космическую скорость. Вот это второй момент, который незаметен, скажем. Поэтому говорю. Один человек заявил, что он сделал расчеты, но как бы услышал информацию, что ракета не способна выйти в космос. И он как бы сделал расчеты. И доказал сам для себя, что все нормально, уходит ракета. Не надо делать расчетов, еще раз говорю, по предложенным формулам и по заранее ложным данным. Если вводить эти данные, конечно, ничего не получится. Есть пути намного более проще, чтобы проверить информацию, которую дают. Вот возьмем запуск и выведение на орбиту. То есть после взлета ракеты, носителя, там, шаттла, разницы нет. У них у всех крутится, в общем, время в районе 2 минут для отстегивания ускорителей твердотопливных. И в районе 8-9 минут высота, здесь указано 113, ну там я видел разные данные. И 115, и 120, 110. В общем, эта роль уже не играет. Небольшая разница. Так вот, 2 минуты. Высота 45 километров. У нас есть расстояние и время. Очень легко. Вот до высоты 45 километров аппарат идет со скоростью 350 метров в секунду. Отстегиваются ускорители. И дальше шаттл набирает
скорость, как они говорят, используя бак вот этот, на котором он держится, используя свои двигатели. От 45, ну, возьмем здесь 115, чтобы ровно было, да, и это получится 70 километров. Вот от 45 до 113. Так вот, на этом этапе 45-115 километров, разница 70 километров, время 8,5 минут дают, даже подарим полминуты им, пусть, будем считать, они быстрее набрали, 8 минут, отнимаем 2 минуты, 6 минут остается, 70 километров, 6 минут, скорость получается 195 метров в секунду. Повторю, на первом участке 357 метров в секунду. А вот до 115 километров 195. Ошибки нет, абсолютно нет. Объясню. Скорость падает. Но, как пишут они, когда значит, разгон осуществляется маршевыми двигателями шаттла, питающимися из внешнего топливного бака, работа двигателей прекращается по достижении кораблем 7,8 км в секунду. На высоте несколько более 105 км. Ну, если 105 взять, там разница, ну, не 195 будет, 180, 200 пускай метров в секунду. Разницы нет. Скорость все равно падает. В начале 357, а потом пусть 200 будет. Это роли никакой не играет. То есть скорость по-любому падает. Но указывается, скорость достигнута 7,8 км в секунду. Вот это большая ложь. Как я показал здесь, академии заканчивать не надо, чтобы проверить эти расчеты. Все очень просто. И это можно даже зрительно увидеть. Много записей есть, можно посчитать. Там видно, где отстегивается, и часто говорится, и время показывается, и диктор может говорить. Так что все это проверяется. Нету там 7,8 км в секунду. И то, что я сказал, вот это как раз все нормально. 357 метров в секунду и 200 метров в секунду на втором этапе, до выключения двигателей. А почему это происходит, сейчас объясню. Да, вот еще такой момент. Здесь они почему-то забыли добавить осевое вращение Земли и скорость планеты вокруг Солнца. То есть, когда им надо, вот как при расчете третьей космической скорости, они про это вспомнили. А здесь нет. Ну, об этом мало говорится, чтобы человек, как бы слушающий, не понял, не сообразил быстро. Но если часто говорить, вот добавлять надо скорость Земли, скорость осевого вращения, то сообразить можно быстро, что а как же самолет, я повторюсь, как же. Ну, запульнула планета своей скоростью самолета, и все, и прощай. Был самолет, стал космический корабль. Вот взлетает ракета. Здесь вот, кстати, даже время показывается. И на 2 минутах будут отстегнуты ускорители. Как пример, вот если взять любую емкость, наполнить маслом, взять шланг, ну, чтобы вода в этом шланге текла с одной скоростью. Там, скажем, насос запустить, и насос качает воду. И в эту емкость, вот этот шланг, там, через дырочку соединение соединить. И замерить скорость воды в масле. Масло поплотнее, чем вода будет. Можно получить одну скорость. Если это сделать то же самое с водой, то скорость будет другая. То есть в первом случае будет скорость течения воды поменьше, а в воде побольше, плотность меньше. А если в емкость с газом воткнуть, то другая скорость. А если просто лить в открытом месте на воздух, то это будет другая скорость. Суть в том, что вот газы, выходящие из реактивного двигателя, здесь же нет засасывания никакого. Это как микровзрывы, да, скажем, продолжительного времени. Вот истекают газы. У поверхности плотность намного больше, чем с высотой. Вот газы отталкиваются от воздуха, более плотного. И все происходит правильно. На 45 километров скорость падает. Люди считают неправильно. Говорят, там более разряженный воздух, значит скорость будет больше. Нет, это ошибка.
газы. Газам не от чего отталкиваться. Воздух более разряженный. А вот если перейти дальше, космос, ничего нет. Ведь в этом районе, когда двигатель работает, там давление создает топливо. Снаружи есть давление воздуха. А в космосе, вот за соплом, ничего нет, никакого давления. Газы будут вылетать очень быстро, а на ракету давление будет намного меньше, на порядок меньше. То есть в космосе реактивный двигатель бесполезен. Это просто привычка наблюдать. Смотреть в кино, наблюдать вот такое видео, где, ну не такое видео, это старт в воздушном пространстве, когда в космосе показывают. Там шаттл тормозит и все дела. Этого невозможно сделать. Там ничего нет, поэтому газы будут спокойно вылетать. Это сразу тяжело понять, но если подумать, сложного здесь ничего нет. И вот еще. Значит, топливо используется, это жидкий кислород и жидкий водород. Вот какая тяга создается при такой смеси. 4164 метра в секунду скорость газов. То есть 4,1 километра в секунду такой двигатель разогнать ракету выше не сможет. Никак, потому что вот на примере видно, скорость достигается 350 метров в секунду. Вот при такой скорости газов. Так что все остальное это теория-фантастика. Этот двигатель не способен. Так вот, поэтому повторю еще раз пример с водой. Если в емкости масла, скорость движения воды меньше, но давление на сам шланг больше. То есть, как бы, если представить, что это газы, а шланг это ракета, вот газы и давят сильнее. А если снаружи оказывается вода, то скорость воды там увеличивается, но давление на шланг уменьшается. Отталкивать он будет его слабее. В среде с каким-то газом еще будет так, ну, упадет отталкивание, но будет. Ну, если воздух там взять, ну, любой газ. А вот если снаружи ничего нет, то представьте, с какой скоростью будет вылетать вода, не давя на шланг. Вот то же самое с двигателем. Тем более, вот она таблица, смотря что с чем смешивать, вот скорость реактивных газов. Эта таблица не одна единственная, просто я открыл первопопавшуюся, так что во всех остальных такие же данные. Я понимаю, что это непривычно для слуха, такая информация. Но я говорю, что в космосе реактивный двигатель бесполезен. И тем более разгонять с Земли ракету до тех скоростей, как они указывают, ничего не получится. На этом хочу заканчивать эту космическую тему, фантастическую. Достаточно. Кто заинтересуется, сам изучит и все поймет. Ну вот еще как пример, что ждет ракету на высоте. Это тоже НАСА запустили ракету небольшую. Вот эту ракету разогнали до 1 километра в секунду. Но она поменьше. Вот, двигатель справился. Я хочу показать ту опасность, которая подстерегает ракету. Это ионизация воздуха. Что происходит с ракетой? Вот, здесь видно желтое свечение. Ракета нагревается и начинает дымить. Один километр в секунду скорость ее была. Вот здесь замедленно можно посмотреть. Вот свечение идет какое. Нагрев очень сильный. Ну ладно, достаточно. В общем, закрыта тема с космосом.
Да, думал, уложусь в 2, максимум 3 части, но не получается. Хочу закончить эту часть, так как эта эпопея заканчивается. В следующей части покажу, как подставили авторитетных людей. Какие чудеса творятся с Луной, Солнцем, ну и все остальное.